Привет, мои дорогие друзья! Смотрите, я остаюсь при своем мнении по поводу того, что случилось вчера. Я абсолютно убежден, что вчера именно это случилось, потому что необходимо было перебить каким-то образом кошмарную зраду, которая произошла, а именно то, что наступление, никакого контрнаступления в Херсонской области не планируется. Что на самом деле это была ложь и провокация. Я в этом видео по поводу крымских событий допустил одну неточность. Я сказал, что уровень желтой угрозы введен вот с 9, оказывается, они его просто продлевают. Да, это с моей стороны, конечно, неточность, учитывая заявления отдельных граждан про испанские спецслужбы и так далее, за которые никто не извинился. В принципе, по поводу всего остального остаюсь при своем мнении. При этом есть и другие способы отвлечения или переключения внимания. Когда Владимиру Александровичу Зеленскому надо привлечь внимание всего мира, когда ему надо каким-то образом перестегнуть шлемы, когда его начинают называть там нехорошими словами и так далее, начинают понимать, что политика провальная, и что он как был коррупционным поцом, так ему и остался, на него совершаются покушения, на него или на его ближний круг. Вы же понимаете, когда серьезно хотят совершить покушение, это несложно. Конечно же, можно выставить вокруг автоматчиков, как вот на фотосессиях, которые будут смотреть вдаль, будут держаться за пистолетики и так далее. Но как происходит покушение, мы увидели на примере Японии. Когда просто подошел, просто сделал. Да, конечно, есть грубые упущения охраны, тем не менее, как говорил небезызвестный исторический лидер, убить можно каждого. Что происходило в сентябре прошлого года? Произошло покушение на ближайшего соратника Владимира Зеленского Шефира. И надо же, чтобы так это произошло вовремя. Как раз тогда, когда с треском скандально протаскивали закон про деолигархизацию в Верховной Раде, необходимо было срочно переключить внимание. В это покушение оставило больше вопросов, чем ответов. Зеленский, в частности, в ООН рассказал, что атака на Шефира – это атака на реформы. Вдумайтесь, великий реформатор Шефир, и вот его решили атаковать. А кто решили? Понятно, враги, скорее всего, Российская Федерация, но она не смогла осуществить покушение до конца. Поэтому водителя с простреленной ногой, в принципе, так и не показали. И многие сомневаются в том, что кто-то найдет исполнители этого покушения, хотя даже задействовали водолазов. Вы знаете, что в принципе на обычного человека могут подстрелить, а Шефир не являлся государственным деятелем на момент совершения этого покушения. И тогда всем будет поплевать. А вот когда на друга Зеленского, тогда из космоса прилетают и водолазы, и все. Но никого не нашли. Страшное начало наворачиваться с 24 февраля, потому что покушения посыпались на Зеленского, как благо из рога изобилия на хорошего человека. Покушений было уже не менее 10, как сообщается. Правда, мы об этом слышим исключительно от сотрудников самого офиса президента. А президент не боится ничего, вы знаете. И как помните вот эти фотографии? Лукашенко на минималках, всем выдали автоматы. Я иду, я смотрю. У них главное сделать хороший кадр. Ну, то есть вы вдумаетесь, да? Катастрофа. 24 февраля. Катастрофа. Непонятно, что будет завтра. Все, главное, хороший кадр. Вот я иду. Вот мы идем. И еще вы помните, что сам-то Зеленский, он бы ходил даже без бронежилета. Он-то ничего не боится. Боится его семья и охрана. Мы это знаем из его собственного интервью. Ну, плюс, если что-то произойдет с президентом, есть глава парламента, симпатичный парень очень. Вот, он на себя примет функции. Говорят, что Путину, лучше пусть Путин боится. Вот. В марте советник главы Минобороны Маркиян Лубкивский, я напомню, это тот самый, который всерьез говорил, что Пореченков приехал в Донецк, охотиться на мирных жителей и убил их до 50 штук. Это всерьез тогда было рассказано, тогда это подхватили массово и начали нести. Так вот, он детализировал. Он сказал, что убить собирались целую группу государственных деятелей, и сказал, кто их собирался убить. Их собирались убить бандиты из ЧВК Вагнера. Вот, его хотели убить Ермака, ну понятное дело. Шмыгаля хотели убить.
Но не вышло. 15 июня заместитель главы МВД Евгений Енин отчитывается о том, что национальная полиция предотвратила теракт против руководства Украины. Но рассказать подробности он об этом не может. Ну, не время, да и лучше после победы. Я вас прошу обратить внимание, предотвратила не разведка и не служба безопасности Украины, то бишь не контрразведка, а предотвратила почему-то МВД теракт на высшее руководство страны. И, в принципе, на 101% известно, что предотвращение произошло благодаря обычным гражданам. Проясняю обычным языком. Кто-то где-то услышал, что кто-то говорит, сосед говорит, грохнуть бы за рюмахой, грохнуть бы это все руководство нашей, понимаешь, Украины. Довожу до вашего сведения, все берут соседа, ему государственная измена, все такое. Зато хороший инфоповод для МВД рассказать, мы тоже не лыком шиты, мы предотвратили террористический, понимаешь, акт. Но расскажем подробности после победы. И вот опять срочно необходимо какой-то инфоповод. Почему необходим? Потому что невдачи одна за одной. Постоянная дискуссия в западных СМИ, которую уже не получится также закричать, оскорблять, как ситуацию с Amnesty International по поводу распила военной помощи и по поводу торговли оружием. Вы знаете, что уже некий телеканал очень серьезный готовит серьезное расследование по этой части, следует заявления. Конечно же, их пытаются перебить, эти заявления. То есть, что вот вчера я слышал, к примеру, один из представителей Еврокомиссии сделал заявление, что это все ложь, и Украина все использует военную помощь по назначению. Когда ты начинаешь узнавать, что это за гражданин, выясняется, что до этого он тоже делал ряд очень интересных заявлений. Объясняю. Это называется лоббизм. И у этого гражданина, в принципе, ему можно задать только один вопрос. Ты декларируешь средства, которые тебе передают из Киева, из офиса президента? Скорее всего, нет. Как тебе их передают? Наличностью или, может быть, зачисляя куда-то на офшорный счет? Это единственный вопрос. Конечно, действуют лоббисты, которые пытаются это все перекричать, перекрыть. Amnesty лжет, те лгут, эти лгут. По Amnesty ситуация аналогична. Там рассказывают, что мы прятались в больницах для того, чтобы защитить больницы. Это всерьез. Вот. Но, в общем, это надо все как-то перекроить. Смотрите, еще в 2020 году разведка сообщила, что ФСБ могут готовить покушение на начальника ГУР Минобороны Буданова. В качестве доказательства приводили телефонные переговоры бывших СБУшников, из которых непонятно вообще, о каком Буданове, если честно, идет речь. И вот теперь СБУ разоблачает такое покушение на Буданова. То есть тут на самом деле, конечно же, ничего смешного-то особо нет. И могли готовить покушение на Буданова. Но с другой стороны, я не понимаю, почему тогда они постоянно общаются с Будановым, имею в виду российская сторона, обсуждая различные вопросы, не только обмен военнопленных, но они на прямой связи с Будановым. Вот решили его убить. Короче, произошло разоблачение. Оказывается, что это житель Луганска, который за $5000 должен был найти киллеров в Киеве. И в список попал также Сергей Коротких. А тестовым заданием стало, мол, убийство человека, который издевался над российскими военнопленными. Тестовое задание якобы было выполнено. По поводу Коротких, не случайно его фигура там. И, конечно же, Коротких сам заявляет, что его позиция раздражает и все такое. Дело в том, что Коротких прямо причастен к интересным заявлениям относительно лиц чеченской национальности, он не скрывал этого, он это публиковал, к издевательствам над российскими военнопленными. Там было, вот сегодня у нас новая скотина и так далее. Это видео есть в сети, то есть это нельзя сказать, что у него на его странице, у Сергея Коротких-Боцмана. Вот, они их задумали ликвидировать и не придумали ничего умнее, теперь мы начинаем переходить к ничего умнее, чем через какого-то жителя Луганской области в Киеве пытаться завербовать кого-то за $5000. То есть я так понимаю, что все заявления о том, что в Киеве так много шпионов, являются просто ложью. Потому что если есть шпионы, то значит они могли бы и выполнять. Особенно там кроты, которые живут в Киеве очень долго. Иначе как назвать, когда арестовывают, к примеру, пенсионеры, рассказывая о том, что это агент ФСБ. Да сколько он там жил с Рождества Христова. Замечу, что в июне
на Печерске в квартире действительно застрелили мужчину, и вроде как это труп этого человека, фотографию киллер сбрасывал, подельник. Вознаграждение убийцы перечисляли в рублях. В российских рублях, ну не буденовками, как говорится, взял, и то хорошо, взаимозачетом. Связной прибыл из Беларуси в Ковель, где его и повязали. Так же, как вы считаете, ну, привлекает внимание человек, сейчас прибывающий из Беларуси. Да, такой же, как и бывший житель Луганской области. Судя по его разговору, сейчас я вам покажу, да, там с хорошим криминальным прошлым. Теперь касательно того, что обнародовала Служба безопасности Украины. Заказчик сбрасывает исполнителю в качестве ориентировки страницы Резникова и Буданова из русской Википедии. По всей видимости, к выполнению столь сложного задания были привлечены очень серьезные профессионалы, которые не просто используют в качестве ориентировок данные из Википедии, но они не знают имен этих лиц, несмотря на то, что идет война, несмотря на то, что много месяцев телемарафон в Украине лезет из утюга, и это, я не знаю, кем должны быть люди, которые не знают, как выглядят там Буданов, Резников, ну, наверное, как люди с планеты Катрук какой-то. Может, оттуда они и прибыли, знаете, для выполнения серьезных заданий. Кроме того, они путают ГУР и ГРУ. Вот здесь вот не ужинают и происходит запись. Собственно, обратите внимание, где они находятся. Один сидит на кровати, он сидит в трусах, и хавают они огурцами торчин, майонезом и чем-то запивают. Да? Вот. Понятное дело, что их уже ведут, скорее всего, мое предположение, что заказчиком и выступал, собственно, провокатор от Службы безопасности Украины для того, чтобы слепить дело. Как это делается? Ну, плюс-минус. Ты делаешь список, находишь бывшего жителя Луганской области, говоришь ему $5000. Мне только непонятно, кого они там убили на Печерске. Но знаете, как лес рубят, как говорится. Вот, мое мнение. Да, Служба безопасности Украины находит такого бедолагу, ранее сидевшего, без денег, который хавает это самое, огурцы с майонезом, дает ему задание, записывает его. Фактаж есть уже, вперед, погнали. Раз, два, три по почкам, он рассказывает, что у него там просто разветвленная сеть и все такое. Смотрите, мы спасли главу государства, опять-таки получили инфоповод. Я стою в парке, блядь, бухаю нахуй пиво, блядь. В переписке всплывает Геращенко, которого тоже хотели ликвидировать. Оказывается, что он постоянно бывает где-то по ночам, там же, где и Резников. Наводит на них хорошие мысли, зная предпочтения Антохи, ну, во всяком случае, ранние, сейчас я не знаю, что там с ним. Вот. Но с учетом того, что Геращенко очень любит такие вещи о себе самом запускать, вы помните, да, неудачные покушения на Геращенко уже были, то вполне возможно, что таки да, что это просто галимая постановка и спектакль. Резюмируя, я полагаю, что если у Зеленского опять что пойдет не так, а идет не так часто, то опять кто-то попытается совершить покушение. Уже капелюську, ну вот почти, знаете, как в детстве говорят, ну вот из последних сил, но все-таки он спасется. У меня есть такое ощущение, да, ну а если нет, то могут, конечно же, бомбануть опять по какому-то складу, не признаться, но тем не менее перебить повестку. А пока что, я смотрю, я проживаю на Западе, я смотрю, конечно, тема разворовывания военной помощи, да и другой помощи встает все острее. Ее, конечно же, пытаются еще тихо не говори, но говорят уже. С вами был Анатолий Шарий. Мы рассматривали покушение. Пока.